Cicha noc, przesłata noc. Накануне Рождества мы вспомнили, что не купили подарок сыну на Новый год. И в спешке решили заказать его в интернет-магазине. В предрождественские дни транспортные компании не успевают вовремя привезти заказы, о чем чешские интернет-магазины честно сообщают на своих сайтах. Засылковна рекомендовала заказывать подарки к Рождеству не позднее 18-19 декабря. Чешская почта и Баликовна 19 декабря, ППЛ 20 декабря, ДПД 20, ГЛС 19. Учитывая, что речь о доставке накануне Рождества, а у нас до Нового года в запасе была еще неделя, мы не сомневались, что получим подарок в срок. Первый акт – заказ и ожидание чуда. Начало было оптимистичное. На главной странице интернет-магазина Боого, где мы решили купить подарок, было написано: «Бесплатная доставка и возврат товара. Пошлем сегодня. Экспресс-отправление. 100 дней на возврат товара. Самый популярный интернет-магазин. Более 197 тысяч довольных клиентов. Гарантия доставки. С нами сэкономите. Лучшие цены только у нас». В контактах была указана чешская компания Гермес Гестия СРО с юрадресом Прична 1892, Новое Место, Прага 1 и расчетным счетом в чешском Феобанке. Недолго думая, оформили заказ. Первый тревожный сигнал прозвучал, когда не прошел платеж картой. Для нас это редкость, но мы подумали, что в предрождественские дни всякое бывает. На электронную почту пришло письмо с реквизитами для банковского перевода. Посмотрели, все в порядке. Тот же номер счета в чешском банке. Оплатили. Пришло подтверждение об оплате и о том, что посылку сейчас же отправят. Но прошло Рождество. Тишина. 30 декабря. Скоро Новый год. Тишина. Нервы не выдержали. Решил им позвонить. Но не тут-то было. Автоответчик сбрасывает звонки. Написал письмо на электронную почту. На мое письмо пришел автоответ. Хотелось бы искренне поблагодарить вас за заказ и доверие к нашим услугам. Мы очень ценим это. Мы стремимся предлагать уникальные товары по конкурентоспособным ценам. И это включает в себя покрытие расходов на доставку для вас. Я понимаю, что скорость доставки является ключевым фактором в онлайн-покупках и хотела бы выразить свои искренние извинения за неудобства, связанные с ожиданием вашего заказа. Я обсудила вашу доставку с коллегой и, к сожалению, на данный момент не могу контролировать сроки доставки, так как они зависят от наших поставщиков. Мне очень жаль, что вы вынуждены ждать свою посылку дольше. Я очень сожалею об этом и понимаю, что ожидание может расстроить. Но я также хочу заверить вас, что мы прилагаем все усилия, чтобы доставить вашу посылку. Я уверена, что качество товаров в вашей посылке не только оправдает, но и превзойдет ваши ожидания. Срок доставки обычно составляет 5-30 рабочих дней с момента отправки. И в 95% случаев посылки приходят в течение 14 дней. В исключительных случаях, однако, сроки доставки могут быть увеличены из-за проблем с логистикой, праздников или действующих правил. Отправка товара происходит в течение 24 часов после подтверждения заказа, но иногда операторы и продавцы оставляют за собой право отправлять заказы до 25 рабочих дней после оплаты. Я хотела бы заверить вас, что ваша посылка будет доставлена в сроки, указанные в наших правилах и условиях. В случае возникновения каких-либо сложностей, и если посылка не будет доставлена в срок, пожалуйста, свяжитесь со мной. Я готова решить эту ситуацию в соответствии с вашими пожеланиями, либо заказав новый товар за наш счет, либо вернув деньги на ваш счет. Спасибо за ваше понимание и терпение. Я здесь для вас. И ваше удовлетворение от покупки является нашим абсолютным приоритетом. Желаю вам прекрасного дня, Петра. Шедеврально.
На все последующие письма приходили заранее заготовленные ответы, примерно такого же содержания. Но еще и с дополнениями типа: хотя в исключительных случаях он может быть продлен до 180 дней, это самый длительный срок, предусмотренный законом для доставки товаров. По факту, посылку нам привез курьер чешской почты только 4 февраля. Сын уже давно уехал в Грецию на работу, и подарок так и не дождался. О том, что мы получили посылку, продавец узнал только от нас. Сам он не отслеживает движение заказов. В соответствии с чешским гражданским кодексом покупатель имеет право вернуть товар продавцу в течение 14 дней. Не вскрывая посылку, мы сообщили продавцу, что хотим ее вернуть и получить наши деньги обратно. В ответ мы получили еще более интересное письмо, в котором продавец сообщил, что он вообще-то не продавец вовсе. Он только собирает деньги на свой счет с идиотов типа нас. А поставщиком услуг, непонятно каких, мы никакие услуги не заказывали, является компания Sunrise IT and Software Solution, расположенная по адресу бизнес-центр Мейдан Хотел, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. И возврат товара осуществляется за наш счет и на наш риск. Возврат товара в адрес их компании в Праге невозможен, поскольку они являются лишь местным администратором. И право на отказ от товара должен быть реализован непосредственно продавцом. По своей наивности написали жалобу в чешскую торговую инспекцию. И все же отправили посылку с уведомлением о вручении этим администраторам в Прагу 12 февраля. Магазин закрывается! Чтобы поучаствовать в этом фарсе до конца. Занавес, конец первого акта. Акт второй. Расследование. Желательно, гражданин-артист, чтобы вы незамедлительно разоблачили перед зрителями технику ваших фокусов. Я решил разобраться, с кем это нас свела судьба накануне Рождества. Зря я не поискал эту информацию перед заказом. 232 жалобы на сайте DTest.cz. На сайте чешской торговой инспекции Бога в списке рисковых интернет-магазинов. В результате моего несложного расследования удалось выяснить следующее. Какой-то предприимчивый субъект пришел в Чехию и Словакию из Китая одновременно с эпидемией ковида в 2020 году. Его следов мне не удалось обнаружить ни в соседней Германии, ни в Польше, ни в Австрии, ни в далеких Италии и Испании, ни даже в Венгрии и Болгарии. А в Чехии он создал сеть фальшивых клонов известных компаний. Вместо хорошо известных и популярных компаний Зот, Zalando, Bogo, Modio, Biliani появились созвучные по названию Джот, Баланда, Бога, Молио, Белиама и много других. Сегодня я расскажу о первой семерке. Бога, Джум, Ривалетти, Джот, Молио, Баланда, Белиама. Сайты-клоны этих компаний были скопированы с известного сайта Zot.cz и выглядят абсолютно одинаково. Содержание сайтов-клонов совпадает дословно. На всех этих сайтах в начале их деятельности в 2020 году было указано, что поставщиком услуг является компания Shanghai Tingyu Trade Co. Регистрационный номер Прам-пам-пам. Китай, одним словом. В интернете нет абсолютно никакой информации об этой компании. Лица стерты, краски тусклые, то ли люди, то ли куклы. А по этому адресу находится отель. Позднее, с конца 2022 года, появился новый поставщик и оператор Sunrise IT and Software Solution, расположенный по адресу бизнес-центр Трам-Пам-Пам, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. Сайт-страница Sunrise AE, изготовление которого стоит от силы 100 евро. Кроме адреса никакой информации нет. Ни ННН, ни контактных лиц, ни стороны, ни даты регистрации. Ничего. Компания «Призрак». Указан только один мобильный телефон. Ах, до чего ж порой обидно, что хозяина
не видно вверх, и в темноту уходит нить. А куклы так ему послушны, и мы верим простодушно в то, что кукла может говорить. А тем временем в Чехии нашлись люди с пониженной социальной ответственностью, не страдающие угрызением совести и готовые получить быстрые легкие деньги в обмен на свою фамилию в реквизитах. Они зарегистрировали на своей фамилии компании локальные администраторы, по факту сборщики денег. Все компании имеют счета только в феобанке, юрадреса в бизнес-центрах, в кавычках. Первые компании этой схемы появились на свет в 2020 году, на первой волне ковида. 1 мая была зарегистрирована первая компания Finalty для управления клонами Бонки, Белиама и Молия. Вторая компания Delta была зарегистрирована 5 мая. Она управляла компаниями Revalenti и Joom. Следующая компания Эфемера была зарегистрирована 11 ноября и управляла клонами Бога и Баланда. Эти компании не планировалось использовать долго. Поэтому в августе 2021 года была зарегистрирована первая компания «Спящий дублер» – компания Ecom. 2022 год был более интенсивным и интересным. Были зарегистрированы еще 4 компании-дублеры. В феврале владелец Эфемеры зарегистрировал компанию TopRice 9 числа. 22 и 23 июня были зарегистрированы одним владельцем компании Vesta и Hermes, а 28 июня владелец компании Ecom зарегистрировал компанию Athena. 11 мая 2022 года, после начала проверки Чешской торговой инспекцией, срочно было принято решение сливать первую компанию Finalty. Она была переписана на профессионального чистильщика-ликвидатора и до настоящего времени находится в ликвидации. Клон Бонки, которым она управляла, тоже просуществовал недолго. Его тоже решили ликвидировать. Он был очень скандальный, много жалоб и возмущений покупателей. Сейчас он уже не существует. В том же 2022 году было принято решение сливать компанию Эфемера. Она была переписана на профессионального ликвидатора, а клоны, которыми она управляла, Бога и Баланда, были переданы компании TopRice. Туда же был передан клон Моли после почившей в Бозе компании Finalty. 23 год в этой схеме был годом ликвидаций. В феврале было принято решение сливать безусловного рекордсмена-долгожителя, компанию Delta, которая просуществовала целых 3 года. Клоны, которыми она управляла, Revalenti и Joom, были переданы, соответственно, компаниям Vesta и Hermes. А в июне 2023 года владелец компании TopRice, нервы у него никуда, больше 1,5 лет его компании не существует, передал на ликвидацию компанию TopRice. Клоны, которыми она управляла, были переданы, соответственно, Молия в компанию Athena, Баланда в компанию Ecom, Бога в компанию Hermes. Кроме этого, компания Athena управляет клоном Jot. В 2024 году в этой схеме не происходило никаких изменений. Таким образом, на сегодняшний день 7 клонами управляют 4 компании. Компании Vesta и Hermes одного владельца Александра Киса управляют клонами Revalenti, Joom и Бога. Компания его соседа
по дому, удивительное совпадение, и Ком, и Атена управляют клонами Белиама, Баланда, Молия и Джот. Как, на мой взгляд, работает эта схема? Клоны имитируют работу интернет-магазинов. Управляющие ими компании собирают деньги с заказчиков. Эти деньги долго не аккумулируются на счетах, счета являются, безусловно, транзитными и дальше переводятся на теневые счета в Объединенных Арабских Эмиратах или в Китае. Что касается поставки товара, однозначного мнения у меня нет. Судя по информации, которая размещена на сайте торговой инспекции и на сайте вашей стижности, какие-то товары все-таки клиенты, заказчики получают. Конечно, это не то, что они заказывали, это какой-то хлам, неликвиды, стоки, которые абсолютно не соответствуют заказанным товарам. Но тем не менее они приходят. Вернуть их невозможно, клоны наотрез отказываются принимать обратно эти товары и возвращать деньги. Поэтому количество жалоб только увеличивается. Тысячи заказчиков вообще не получают никаких товаров. Они безуспешно пишут на радио, на телевидении, во все средства массовой информации, на сайт вашей стижности, в чешскую торговую инспекцию, но тщетно. Те субъекты, которые придумали эту схему, прекрасно знали, что они могут безнаказанно и бесконтрольно долгие годы грабить жителей Чехии и Словакии, и им за это, собственно, ничего не будет. Опыт работы этой структуры является прекрасным тому подтверждением. Мое расследование не призывает вас ни к каким действиям. Оно носит чисто информационный характер. Как известно, дело спасения утопающих – дело рук самих утопающих. Просто будьте бдительны. Наша же посылка, как мы и ожидали, не нашла своего адресата и вернулась обратно. Сеанс окончен! Маэстро, урежьте марш!